мы начинаем наш первый выпуск. Сегодня мы будем говорить об IT-индустрии в целом, поговорим о развитии бизнеса в этой сфере и о перспективах работы. А в гостях у нас delivery-директор компании Sigma Software Анатолий. Анатолий, привет! Привет, Даня. Ну и первый сразу вопрос. Вот мы с тобой так мало пообщались на самом деле перед интервью. Расскажи, кто ты, что у тебя за должность? Расскажи, да. Да, я работаю в компании Sigma Software на позиции delivery-директора. В чем должность состоит? Ну, если коротко, то у нас 1000 с лишним инженеров, программистов, тестировщиков. Вот, и я отвечаю за все то, что они делают, за каждую строчку, которую они пишут. Вот был период, когда люди шли в юристы, в бухгалтера, до юристов, по-моему, было. И вот мне кажется, что сейчас тот момент, когда люди идут в IT, когда им кажется, что это перспективно. Я понял. Ну, это очень спорный вопрос на самом деле. Ну, или, по крайней мере, я вот как-то душой не очень поддерживаю тенденцию, что все должны идти в IT. Более того, сейчас, если посмотреть статистику, то на самом деле есть масса других индустрий, где есть очень хорошие зарплаты, уверенная, стабильная работа, поэтому я не могу сказать, что там на IT там весь мир сейчас клином сошелся. Это не совсем так. Вот. Другое дело, что, наверное, на сегодняшний день это действительно индустрия, которая много нашумела, так или иначе. Вот. И кроме того, наверное, слава богу, в Украине есть масса вузов, которые специалистов готовят, которые действительно достаточно комфортно заходят в IT, становятся хорошими, успешными специалистами. Ну, а в принципе, какие-нибудь рекомендации, стоит ли молодым людям или уже опытным специалистам отделяться и создавать что-то свое? Ну, с моей точки зрения, вот я знаю много предпринимателей, директоров харьковских компаний небольших, до 100 человек. Это вполне успешные компании, что говорит о том, что даже маленький бизнес, несмотря на высокую конкуренцию, на сегодняшний день в IT можно и нужно делать. Важно, наверное, чтобы, первое, каждый человек, который делает в эту сторону шаг, понимал, на какой рынок он приходит, как рынок труда, так и рынок заказчиков. Вот. Для того, чтобы на этом рынке иметь сильную позицию, нужно иметь какие-то свои уникальные преимущества. Технологическая ниша, может быть, бизнес-домен ниша. Да? Вот когда это есть, тогда есть определенная категория заказчиков, на которые компания фокусируется. На самом деле с ней очень сложно конкурировать, если у них какая-то экспертиза очень сильно развита, даже если это очень крупный стабильный игрок. С другой стороны, если есть такое направление технологическое, такая уникальная особенность у компании, ей с рынка труда проще привлекать специалистов. Много, вот у нас есть наша инициатива Sigma Software Labs. Это фактически экосистема, которая позволяет предпринимателям, стартапам вместе с нами, Sigma, вместе развиваться. Мы там даем им оказываем определенную помощь и поддержку. Так вот, сейчас Sigma Labs есть несколько резидентов, очень интересная компания. Ребята, они очень любят кроссфит, и они там сделали очень интересное приложение, которое позволяет отслеживать происходящее в кроссфите вообще, отслеживать тренировки, взаимодействовать с тренером. То есть они заняли какую-то нишу, но они заняли ее в той области, которая им близка и которая во многом уникальна. Есть компания, которая занимается проектированием зданий целых. Есть компания, которая там занимается проектированием, которая берет практически любые данные и на базе этих данных очень просто, без каких-то глубоких инженерных навыков строит аналитику для бизнеса. Потому что людям это близко, поэтому важно вот находить что-то уникальное и тогда смело идти и развивать свой бизнес. Вместе с тем, мне кажется, очень полезно, когда люди, прежде чем они делают этот шаг, они приобретают опыт в других компаниях. То есть, когда они понимают, как это работает, какие современные реалии рынка труда здесь, в Украине, вот, лучше понимают, как работает разработка изнутри, и тогда они уже делают этот шаг более уверенно, у них больше шансов на успех. Как быть специалистом, которые хотят оставаться на плаву, но технологии, на которых они специализировались, уже не такие актуальные. И в дополнение к этому, как молодым специалистам не попасть в просак и не начать учить, разбираться в технологиях, которые по итогу, когда они уже станут трудоспособными специалистами, чтобы они не стали на место тех, которые уже все. Верно, верно. Даня, шикарный вопрос. Спасибо. На самом деле очень актуальный. Сейчас вот часто сталкиваемся в нашей работе с, 3 года назад еще студентами, которые начинали изучать программирование по первой книге. То есть они открывают книгу там, по языку программирования, там видят примеры кода, они начинают просто
пробовать и писать код. Ну, что хорошего в этом, да? Человек учится, пробуя. Вот он приобретает сразу практический опыт, вот, и уже может что-то показать, продемонстрировать. Здесь есть одна ловушка. Кроме языка программирования, вполне конкретного, есть фундаментальные знания, базовые. Это фундаментальные знания, там, самое простое, объект-ориентированный дизайн, объектно-ориентированное программирование, инженерные практики, алгоритмы, структуры данных, основы операционных систем, как они устроены внутри, основы информационной безопасности, хотя бы базовые вещи. Вот, это фундамент, которого если нет, и на него просто, точнее при его отсутствии просто настраивать друг на друга фреймворки, языки программирования, вот по моему опыту ребята достаточно быстро могут вырастать до определенных позиций максимум middle. После этого, во-первых, им сложно развиваться на более серьезные senior позиции, потому что нужно уже гораздо более вдумчиво принимать решения, принять их вдумчиво, не имея всего этого за плечами, этих базовых фундаментальных знаний, очень сложно. Кроме того, когда появляется новый фреймворк, технология, библиотека, новый язык программирования, эти фундаментальные знания — это та площадка и тот фундамент, на котором можно очень быстро разобраться. Даже самое простое. Вот читаешь книгу, какой глоссарий там приведен, то есть какие слова там используются, да, насколько человек их понимает, вот, насколько он грамотен с точки зрения общих фундаментальных знаний. Вот, когда ты грамотный, то ты воспринимаешь это очень быстро, ты понимаешь, зачем это сделали, какую проблему решает этот язык или фреймворк, почему он написан так или иначе, вот, как он повлияет, там, я не знаю, на производительность, на безопасность и так далее, и ты гораздо-гораздо быстрее схватываешь суть. Поэтому, наверное, вот эти фундаментальные базовые знания — это залог успеха. Я очень призываю не совершать вот эту ошибку, когда люди фокусируются исключительно на языке программирования, как какой-то первый источник информации, получения опыта, туда закапывается и забывает про вот эти очень важные фундаментальные вещи. В Sigma Software мы в какой-то момент создали Sigma Software University. У нас был тренинг-департамент, вот мы поняли, что на самом деле это слишком мало, мы можем больше, мы хотели бы больше получать от образовательной функции компании. Мы создали Sigma Software Университет, и у него есть, наверное, две основные задачи. Первая задача — это помогать, в том числе студентам, то есть молодым ребятам, приобретать необходимые знания, навыки для того, чтобы приходить в IT-компанию, в частности, Sigma Software. То есть мы обучаем студентов, проводим интернатуры и так далее. Вторая очень важная функция — это дообучение сотрудников, которые у нас есть на борту. Это так называемые Continuous Education курсы, то есть постоянное обучение. Туда входят, с одной стороны, да, базовые знания, потому что часто приходят ребята с рынка, не то, что у них совсем их нет, да, но есть пробелы достаточно значимые. Вот мы эти пробелы помогаем закрыть, благодаря чему позволяем им карьерно быстрее развиваться. Но, и что еще немаловажно, в принципе, любой сотрудник на сегодняшний день открыт к тому, чтобы переквалифицироваться. Тогда давай затронем такую тему. Мне говорят, что многие на это уделяют мало времени, хотя это достаточно важно. Я сейчас говорю про софт-скиллы. Okay. Вот насколько, может быть, раньше это было не так, но сейчас, как мне кажется, софт-скиллы это почти наравне с хард-скиллами, может быть, даже выше. Что ты скажешь, как вы цените софты и нужно ли это? Это, наверное, еще зависит от возраста индустрии вот в конкретном государстве в целом. Мне кажется, что пока IT был очень молод в Украине, наверное, софт-скиллы не играли такую важную роль, вероятно, в том числе потому, что там был определенный возраст в целом IT-специалистов. Почему сейчас, мне кажется, это не то, что там актуальность этого выросла, это на самом деле какая-то фундаментальная необходимость, высокие софт-навыки, связано с тем, что вот как есть система ценностей у человека, вот то, что родители в него вложили, это вот тоже какая-то такая база. И на самом деле многие считают, что берешь на эту базу там технические навыки, а потом где-то чуть-чуть еще софт докладываешь. На самом деле все как раз наоборот. Есть система ценностей, софт-навыки, а потом уже на этом можно достраивать технические навыки. Почему? Потому что навыки все связаны с коммуникацией, умение там услышать и понять человека, с которым ты ведешь коммуникацию, аргументировать свою позицию, в целом проанализировать ту или иную ситуацию, где-то всидеться, вкопаться в проблему, понять причинно-следственные связи. В масштабе жизни, в масштабе карьеры человека играет гораздо более значимую роль, чем какой-то конкретный фреймворк. То есть, опять же, проводя аналогию, наверное, технологические знания — это нечто тактическое, а софт-навыки — это что-то стратегическое, что абсолютно необходимо. Почему это часто остается за кадром? Опять же, потому что мы привыкли получать быстрый результат,
опять же, ты там получаешь первый опыт, открываешь какой-то интернет-курс, либо книгу, начинаешь программировать, и ты уже немедленно, там, не знаю, приобретаешь навыки Node.js. И ты сразу же видишь результат. Если ты развиваешь коммуникативные навыки, это стратегия. Ты почувствуешь эффект от этого через год, либо более, но с точки зрения долгосрочного карьерного развития это имеет большое значение. Поэтому естественно, что люди это могут упускать поначалу, естественно, что со временем думают, черт побери, зря этим не занялся в свое время. Есть ли какие-то качества, там, навыки необходимые, чтобы стать хорошим программистом? Чтобы стать, на самом деле IT это не только программисты, важно об этом помнить. Да, есть и графический дизайн, там, и тестирование, бизнес-анализ. То есть на самом деле это очень широкий спектр применения своих качеств и навыков. Наверное, и вот что порекомендую. Есть такая минутка рекламы, причем я никакого отношения не имею к издателю этой книги и к автору. Есть книжка, сейчас не вспомню, как автора зовут, называется «Design Your Life». Книжка небольшая, на самом деле, я не знаю, как по-русски, если она переведенная, я читал оригинал на английском. Книжка небольшая, она очень легкая к прочтению. О чем она говорит? Она рассказывает истории людей из жизни, которые пробовали себя в чем-то. И там одна из историй, когда есть девочка, которая любила камушки. Она была там в детском саду, школьница, ходила камушки, собирала, приносила домой, рассматривала. И ей кто-то подсказал, что вот если ты любишь камушки, тебе надо быть геологом. И она стала геологом, и оказалось, что то, что она там делает, к камушкам практически никакого отношения не имеет, в смысле ежедневной работы. И так, вот так люди делают некорректный выбор в своей жизни. К чему я все это и о чем говорит эта книга? Когда вы хотите что-то сделать в своей жизни, делайте так, как это делают часто дизайнеры. Дизайнеры не обязательно графические, а люди, которые делают дизайн, там, я не знаю, дизайн решений. Они делают пилот. Делайте пилот. Вам это нравится? Вам нравится то, что вы делаете? Попробуйте сходить, не знаю, куда-то в кафе, выпейте пиво с геологом и узнаете, чем он в действительности занимается каждый день. Сходите, поговорите с айтишником, в чем в реальности состоит его рабочий день. Сколько там программирования, сколько там не программирования. Интересуйтесь и в конце концов попробуйте сами. У вас, я уверен, здесь в институте есть много возможностей попробовать себя в разных ролях при выполнении тех или иных индивидуальных либо коллективных работ. Пробуйте и принимайте решения. Тогда вы узнаете, насколько это ваше. Любые советы, рекомендации людей, которые там считают, что они умнее, вряд ли чем-то хорошим кончат. Еще важная маленькая подсказка. В момент, когда я приходил в индустрию, в IT-индустрию, понятие интернатур, наверное, я не помню, чтобы вообще существовало как понятие на тот момент. Сейчас оно есть, распространено. Вы заходите на сайт компании, в которой интернатуры есть. Sigma. В том числе Sigma, я в данном случае там не то, что рекламирую, я действительно ставлю себя на место студента, там Sigma, не суть. На сайтах компаний можно ознакомиться с тем, какие требования есть к студентам, причем не только требования, но и то, какую литературу читать, конкретные рекомендации книг, куда смотреть, что пробовать. Я бы, наверное, это первый шаг, который бы я сделал. Если есть какая-то, не знаю, компания моей мечты, я бы пошел, почитал, а какие требования к студентам. Поэтому, если вы определились со своим направлением, заходите на сайт. Вы знаете, какой компании, смотрите требования и учитесь, что там нужно. Толь, большое спасибо, что пришел. Было очень увлекательное, интересное интервью. Я думаю, многие почерпнули из этого достаточно информации. Теперь сидим, перевариваем. Спасибо. Спасибо, Даня. Классные вопросы. Спасибо за приглашение. И пару слов, может быть, рекомендаций юным абитуриентам и студентам, которые только входят в нашу... я рекомендаций много насыпал за наше интервью. Я, наверное, хочу вам пожелать, что бы ни происходило, идите за своей мечтой, что бы это ни было. Будь это приход в IT, не в IT, не знаю, в индустрию кофе, камушки, геология, все, что вам интересно, потому что самое главное, чтобы вы были успешные, счастливые люди, и у вас сформировалось это фундаментальные социальные софт-навыки, благодаря которым у вас все в жизни получится. Спасибо, ребятушки, что смотрели наше сегодняшнее интервью. Надеемся, что каждый выпуск делает для вас IT-сферу все понятнее и понятнее. Будем ждать вас здесь ровно через неделю. Всем до встречи.